Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. А вы тоже смотрите другу на губы так, словно хотите его съесть? Девятое место. Проверяет, все ли самое дорогое на месте. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «За пределами слухов». Разбираем, что на самом деле связывает Тэхёна и Чангука. Причина, из-за которой Вигу начали свои отношения. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Их смущение говорит больше, чем слова. Чимин сказал, Тэхён любит ходить в спортзал, смотреть, как тренируется Чангук. Чангук тренируется без рубашки, поэтому он проводит руками по прессу Чангука, говоря «ух». Седьмое место. Любимые щечки Ким Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Существует ли мир вокруг Чангука, когда рядом с ним Тэхён? Только тот, что перед его глазами. Эти детали. Часто в них скрыто самое важное. Пятое место. Их взгляды друг на друга – то, что никогда не меняется. Четвертое место. Забота. На одной из трансляций Тэхён был не в настроении, либо просто устал, и Чангук тихонько наблюдал за ним, а потом начал что-то очень эмоционально рассказывать, тем самым заставил улыбнуться Тэхёна. Любовь в мелочах.
Третье место. Новости. Фастмаг в Инстаграм о Чонгуке. Спасибо, Кэлвин Кляйн. Пожалуйста, позаботьтесь и о фотосессии Чонгука. Официальный аккаунт Кэлвин Кляйн опубликовал танцевальный челлендж от Чонгука с вопросом «Do you have your Calvin on?». Чонгук ритмично демонстрирует свой стиль в Кэлвин. Никто не может превзойти его игривое очарование и потрясающую пластику. Влюблен в их отношения. Кмидия о встрече Тэхёна с группой Туз в Париже. Очень счастливое время, встреча Тэхёна с Туз. Теплые отношения между старшими и младшими коллегами. Тэхён и Туз присутствовали на Парижской неделе моды 5 октября, местное время, во Франции. В сентябре Ви оставил сообщение в глобальном фан-сообществе Вевос. Ищу участников для совместного эфира, кроме тех, кто уже со мной. Члены Туз, Дахун и Кёнмин выразили желание провести совместный лайв. Они написали: «Санбэним, вы не спите? Если еще не поздно, мы хотим сделать Туз вместе». Онмин, Дахун из Туз, показывая свое искреннее желание участвовать в эфире. 5 октября Туз, выступавшие локальными амбассадорами бренда Селин, посетили показ коллекции Селин «Весна-лето 2026» в национальном поместье Сен-Клу, Saint-Cloud National Estate, в Париже, где наконец встретились с Ви. Ви опубликовал теплые фотографии встречи с Туз в своих Instagram Stories. Туз выпустили свой мини-альбом Play Hard 13 октября и активно продвигают его как в Корее, так и за рубежом, участвуя в музыкальных шоу и радиопрограммах. На шоу SBS Power в Венди с Young Street Туз рассказали о встрече с Ви. Ведущая Венди спросила: «Комментарий о том, что вы хотите провести лайв с Тэхёном, был очень милым. О чем вы разговаривали, когда встретились в Париже?» Дахун ответил: «На самом деле мы не хотели доставлять ему неудобства, но Ви действительно любит музыку, поэтому мы в основном говорили о музыке. Он рассказал, какую музыку любит, дал рекомендации и много советов. Он очень о нас заботился, это было действительно счастливое время». Когда спросили, что он хотел бы сказать Ви, Дахун добавил: «Спасибо, что так хорошо о нас заботились тогда, и когда мы снова встретились недавно, вы приняли нас так тепло, за это мы очень благодарны». Показав, что встреча продолжилась и после модного показа. Многие младшие айдолы называют Ви своим ролевым примером и источником вдохновения. Тэхён, обладающий теплым характером, охотно дает советы младшим коллегам. Например, среди 7 участников Энхипен 4 считают Тэхёна своим ролевым примером и делились с ним особенными воспоминаниями. Участник Джейк рассказал: «Я часто ошибался на сцене и раздражался на себя. Примерно через 1,5 года после дебюта Ви пригласил нас на ужин. Я спросил, как он так хорошо справляется на сцене и как не зацикливаться на ошибках. Ви ответил: это выступление не последнее, поддержав его. После этого Джейк решил, что нужно наслаждаться моментом на сцене. Тэхён, который дарит нам свои искренние, нежные и самые красивые улыбки. Ты согреваешь наши сердца.
Зейден Чу, старший коммерческий директор Calvin Klein, в Instagram написал: «Чангук переосмысливает классический образ джинс на джинсё, добавляя в него свой уникальный стиль. В мягком свете его естественные движения передают ощущение непринужденной уверенности. Момент, когда вневременный минимализм встречается с неповторимой чувствительностью Чангука». Чангук даже в классической джинсё привносит свой неповторимый шарм и делает образ по-настоящему универсальным и современным. Чангук в этот момент словно: «Ты уверен?» А Тэхён такой: «Единственное, в чем я уверен, это ты в моей жизни». Помните ту женщину из Китая, которая в день демобилизации Чангука пыталась попасть в его дом и ждала его с чемоданом? Как и ожидалось, никаких последствий для нее не последовало, она просто покинула страну. Женщина, пытавшаяся проникнуть в дом Чангука, не предстанет перед судом. Китаянка, которая попыталась незаконно проникнуть в дом Чангука, получила решение о приостановке судебного преследования. По данным Сеульской западной прокуратуры, 30-летняя гражданка Китая А. получила постановление о приостановке обвинения 10 сентября. Такая мера означает, что ее вина признана, однако, учитывая обстоятельства и последствия инцидента, дело не передается в суд. Прокуратура пояснила, что преступление не было доведено до конца, а сама женщина покинула Южную Корею и, по оценке следствия, не представляет высокой угрозы повторного правонарушения. Инцидент произошел 11 июня, вскоре после демобилизации Чангука. Женщина пришла к его дому и несколько раз пыталась ввести код от двери. По вызову очевидцев на место прибыла полиция, которая задержала ее на месте преступления. По словам правоохранителей, задержанная заявила, что приехала в Корею, чтобы увидеть Чангука после его возвращения со службы. Чангук и длинные волосы. Просто. После объявления новой рекламной кампании Calvin Klein Чангука и выхода видеоролика акции ПВ выросли впервые после недельного снижения, показав второй по величине пик в этом месяце. Впечатляющее влияние Чангука. Идеальная подзарядка. Чангук – это витамин счастья. Медиа продолжают обсуждать мощное влияние Тэхёна на Парижской неделе моды. Его присутствие на показе стало одним из самых ярких моментов мероприятия и вновь доказало его статус глобальной иконы стиля. Один пост Тэхёна оценили более чем в 90 миллиардов вон, кей-звезды на фэшн-неделе. Согласно ежегодному отчету глобальной платформы инфлюенсер-маркетинга Lefty, корейские звезды, участвующие в мировых мероприятиях, таких как Met-Gala, Coachella и недели моды, показали рекордные показатели влияния в соцсетях. Впервые за все время на каждом крупном мероприятии появлялись кей-поп-звезды, чья стоимость медиавлияния, МФ, превысила $10 миллионов. Таким образом, участие кей-поп-звезд в крупных мероприятиях теперь оценивается в сотни миллиардов вон. Soft Kitty.
Крупные издания Лэханконг и Лэмэнг в твиттере о Тэхёне. Мужчина в стиле лесной шик раскрывает все свое очарование. Тэхён официально представил свою новую коллекцию «Осень-зима 2025» для японского бренда одежды для активного отдыха Snowpeak Outdoor, что стало его первым визуально впечатляющим сотрудничеством с тех пор, как он стал амбассадором бренда. Среди умиротворяющего света и теней леса Тэхён носит одежду из новой коллекции. Будь то теплая осенне-зимняя верхняя одежда или функциональная одежда, его неповторимый шарм и неотразимая харизма идеально воплощают образ для активного отдыха, превращая одежду для активного отдыха в нечто большее, чем просто комфорт, в модное решение. Ты никогда не потеряешь ключи от дома, если будешь носить их на себе. Появились новые подробности по делу второй женщины, проникшей на парковку дома Чангука. Женщина примерно 40 лет, незаконно проникшая на парковку дома Чангука, передана в прокуратуру. Согласно заявлению полиции района Янсан, Сеул, 14 октября, гражданка Республики Корея, обозначенная как А, была направлена в прокуратуру по обвинениям в незаконном проникновении в жилище и нарушении закона о предотвращении сталкинга. А обвиняется в том, что 30-го она незаконно вошла на территорию парковки частного дома Чангука в Янсандоне, Сеул. Отдельно сообщается о другом инциденте. 30-летняя гражданка Китая, обозначенная как В, которая пыталась проникнуть в дом Чангука, ранее получила решение об освобождении от уголовного преследования, условное непривлечение, по обвинению в попытке незаконного проникновения. Сеульская западная прокуратура объяснила, что действия В остались на стадии попытки, а также учла, что она покинула Корею и риск повторного правонарушения невысок. Напомним, что 11 июня, в день завершения службы Чангука в армии, женщина В пришла к его дому и несколько раз пыталась ввести код на дверном замке, после чего была задержана полицией на месте происшествия. Наш волшебный принц. Тэхён и его гармония с природой. Кажется, будто подсматриваешь за чем-то интимным и очень личным. Как же приятно смотреть на них.
Главное, что помогает. Сеул захлестнула волна тэхёна. Сеул впал в состояние тэхёномании. Это не просто рекламная кампания, это полномасштабное вторжение тэхёна в каждый уголок города. Кажется, что тэхён смотрит на тебя с каждого рекламного щита, с каждой афиши, из каждого витринного стекла. И это уже не просто мило, это тэхёнизация, состояние, когда ты начинаешь видеть лицо тэхёна даже в кофейной пенке. Неважно, что происходит вокруг, взгляд тэхёна всегда сосредоточен только на одном человеке. Проект живого концерта BTS завершен, его посмотрели в 2700 кинотеатрах по всему миру. Участники выпустили живые выступления в более чем 2700 кинотеатрах в 83 странах и регионах по всему миру. BTS встретились с мировыми фанатами благодаря глобальному показу BTS Movie Weeks. Этот проект представляет собой масштабное мероприятие, в рамках которого живые выступления группы демонстрировались в кинотеатрах по всему миру и длилось около месяца в более чем 2700 кинотеатрах в 83 странах и регионах, включая Корею, США, Мексику и Великобританию. В Японии показы продлятся до середины ноября. BTS Movie Weeks превысила 940 тысяч зрителей в общей сложности на фоне восторженного интереса ARMY по всему миру, что доказывает постоянное ожидание и широкую популярность группы. Я так люблю их объятия. Lunatic Beauty «Безумная красота» – произведение искусства южнокорейского художника Укуквона, Вукаквон, которое Ким Тэхён добавил в свою коллекцию в 2022 году и с гордостью показал в Instagram. Эта яркая работа соединяет причудливую сцену невинности с жесткой реальностью. Название отражает основную тему творчества Укуквона – переход от невинности к встрече с трудностями жизни. Как сказано в пресс-релизе, это обряд посвящения, человеку необходимо избавиться от невинности и столкнуться с суровыми и неровными путями жизни, чтобы вырасти и построить свой собственный мир. Тонкий художественный вкус Тэхёна и его страсть к искусству проявляются в этом произведении, которое прекрасно сочетает элементы фантазии с глубоким смыслом. Его бесконечные прощания на эфирах.
Ну как он смотрит? Мы все одержимы его руками. Дышите, если согласны. Это факт, его плечи растут только вширь. Второе место. Это так интимно. На сцене не стесняются, что же вне ее. Красивая муза и одержимый ей парень. Первое место. Тэхён каждый раз на грани. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.